Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Снежана Егорова на связи прямо сейчас. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, друзья. Снежана, начать наш разговор я хотел бы не с... Хотя Покровская трагедия развивается и разворачивается, и, наверное, аукнется еще и многим. Ее сейчас старательно пытаются латать, как-то затыкать вот этими всеми информационными там разными поводами, сообщениями, позициями, мнениями. Даже Джоли приехала, и даже вот это пытаются всунуть. Я хочу начать с Орбана. Он у Трампа будет, мы говорим, когда встреча еще не началась, но, в общем-то, будет. И Орбан как бы протаскивает эту позицию, что Будапешт возможен. И США, и России нужно решить один-два вопроса, и, собственно, можно встречаться. Какие в эти два вопроса он не называет, не говорит, но все прекрасно понимают, что вполне себе Украина там точно присутствует, и потому что эта встреча вообще об Украине. Получается очень интересная история. Украина, как бы она за бортом. И Трамп говорит о том, что мы заканчиваем войны, вот сейчас мы закончим еще, мы там близки, есть какие-то прорывы. Уитков вчера выходит, говорит, сейчас мы с Газой, вот сейчас мы тут закончим и к Украине вернемся. Короче, от Украины мало что зависит или практически ничего не зависит. Что это за один-два вопроса? Это один-два вопроса, это ключ к миру в Украине? Саша, во-первых, сегодня 7 ноября, день Великой социалистической революции Октябрьской. Поэтому есть у революции начало, нет у революции конца. Поэтому всех поздравляю, всех, кто оттуда, из нашего прекрасного прошлого. Ну и, соответственно, мы идем в какое-то неизведанное будущее. Вы понимаете, я принципиально не комментирую военные события, потому что я, во-первых, ничего в этом не понимаю, а во-вторых, не хочу даже смотреть в ту сторону, потому что я считаю, что это ужасная братоубийственная война, которая по каким-то неведомым мне причинам вот уже почти 4 года длится, она должна быть окончена при любых обстоятельствах. Но я могу сказать точно, как человек, который прожил на территории этой страны, да, и не выезжая за пределы страны, короче говоря, мы получили несколько государств, да, мы родились в Советском Союзе, потом это была часть там Советского Союза, Украинская Советская Социалистическая Республика, а потом Украина, а теперь концлагерь Руина. То есть мы как бы стали свидетелями распада, от полураспада и еще дальнейшего распада. И это свидетельствует лишь о том, что Украина по ходу пьесы, как говорится, в том движении, которое она избрала, она все больше и больше теряет суверенитет, землю, людей. И, конечно же, в первую очередь то, что было потеряно, это здравый смысл. Потому что когда люди выбирают каждый раз все хуже и хуже себе управленцев на голову, то не стоит ожидать, что к тебе будут относиться адекватно. То есть, когда вы говорите, вот описываете эту ситуацию, что вопросы Украины решают уже без Украины, потому что консилиум докторов, которые более-менее в здравом уме, поняли, что лечение больного и его спасение необходимо производить без учета мнения больного. Знаете, когда диагноз поставлен со слов больных, то, в принципе, очень сложно понять, какой способ лечения нужно применить. То есть, грубо говоря, Украина уже воспринимается как просто объект для того, чтобы с ним что-то делать. То есть они не являются субъектом. Глядя на то, какую политику ведет Зеленский, его власти по отношению к собственному народу, по отношению к безопасности этого народа, люди все больше и больше в мире понимают, что разговаривать с этими людьми как с адекватными не приходится. Вы понимаете, вот взрослые люди очень часто переживают за то, что их дети попадут в дурную компанию.
Ну, то есть ты никогда не можешь оградить своего ребенка или там близкого человека от того, что в твое отсутствие он пойдет и подпадет под чье-то влияние дурной компании. Вот знаете, точно так же со странами, точно так же с их правительствами. Они могут попасть под влияние дурной компании. И когда мы, например, видим, что наши дети попадают под влияние дурной компании, где они начинают курить, материться, значит, выносить деньги там, и продукты, и телевизоры для того, чтобы продать, для того, чтобы кому-то отдать, когда они принимают какие-то допинги, наркотики и все остальное, мы переживаем и предпринимаем какие-то шаги, чтобы спасти своего близкого человека. А когда страна подпадает под дурное влияние глупой преступной власти, люди почему-то принимают это как должное. Мы все прекрасно знаем, мы взрослые люди, нам не надо этого рассказывать. Уже 150 тысяч раз сказано, что Зеленский является больным человеком во всех отношениях. То есть он болен ментально, он болен физически, он подвластен порокам, он является, скажем так, человеком с определенными отклонениями физическими и моральными. И почему весь народ должен являться заложником этого больного мозга? Потому что вокруг него точно такие же люди, которые его держат в вот этом состоянии безумия. Они пользуются его вот этим вот состоянием ненормальным. И, соответственно, мы все, вы, я, близлежащие нам люди, и далекие, те, которые на нашей позиции находятся, или думают как-то иначе, все являются заложниками этого безумия. Поэтому, конечно, Орбан, тот же Лукашенко, да тот же Трамп, который лично повстречался с Зеленским, они, как опытные взрослые люди, поняли, с кем они имеют дело. Поэтому все вопросы Украины до тех пор, пока Зеленский является самопровозглашенным уже по большому счету, узурпировавшим диктатором в Украине, они не будут решать с ним, потому что с ним невозможно договориться. Посмотрите, он говорит одно, он тебе улыбается, он приезжает, он кивает гривой, а потом разворачивается и делает абсолютно противоположное, потому что он абсолютно не преследует интересы страны, земли, народа, экономики, безопасности, вообще существования Украины как таковой. Он преследует только свои исключительно собственные интересы. Я неоднократно уже говорила, что Зеленский — это звезда, блуждающее скопление газов в прямом смысле этого слова. Поэтому рассчитывать на его здравый смысл и на здравый смысл тех людей, которые стоят рядом с ним, за его спиной, не приходится. И мы с вами будем лишь наблюдать и, возможно, комментировать все то, что будет происходить с Украиной без Украины. Так а вот что будет происходить с Украиной? Вот смотрите, тут как какой-то глоток свежего воздуха, да, вот возрастного человека, вот просто перебросили на возраст, да, поэтому я так взрослого человека, да, то есть по сравнению с инфантилизмом и дурными зависимостями Зеленского звучат фразы. Лукашенко. Значит, мы открыты, пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем, вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам. В плане образования, здравоохранения. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, говорящие с нами на одном языке. Складывается впечатление, вот если так подумать и попытаться действительно разложить эту войну, да, вот все уже привыкли, что можно жить при войне. Плохо, хорошо, кому-то очень плохо. Но идет война. Да, там отлавливают бусы, убивают, засовывают, несправедливость. Но вроде как, да, все-таки мужики ж ходят какие-то по улицам, да, какие-то же есть там парни, какие-то же женщины, какие-то... Ну, в общем, как-то это все и живет. И люди на определенном этапе, принимают и адаптируются под те условия, которые есть. Но почему я здесь Лукашенко привожу? Значит, украинцам говорят, что они трудолюбивые, что они хорошие, что они могут иметь другие цели, чем воевать. А украинцам говорят, внимание, об образовании. Украинцам говорят о здравоохранении. Украинцам говорят, смотрите,
Ну, то есть мы, вот как вот от сердца, как вот этот кусок хлеба мы вот отломим и тебе дадим. На, вот такое у нас здравоохранение. Вот все как нам, так и тебе. Ну, как по-братски, что ли. Эти слова звучат на 4-й год войны. Запоздало. Украинцы уже забыли, какие они. Потому что, судя по вот этому безумию, которое там несется, да, по этим людям, там, этим женщинам, которых там брызгают газом, которых толкают, бьют в процессе вот этого людоловства, судя по решениям, да елки-палки, судя по ценам в магазинах. Сейчас ТикТок заполнен ценами в магазинах. И смеются люди, ну, накладывают звук, да, Вовиной 1000, когда он говорит, вы можете взять эту 1000, потратить, и вот так вот пробегаются по полкам какого-нибудь там АТБ, условно, это не в качестве рекламы, ну, дешевого супермаркета, и смотрят, что этой 1000 хватит там, условно, на 10 шоколадок или на 5 шоколадок, ну, в общем, вы понимаете. Украинцы, получается, забывают, кто они. А кто может напомнить украинцам, какие они? Но не в плане вот этой потужности, там, душу и тело, сейчас положим, вот это воевничий, народ, воин, боец, а не жертва, а в плане коллективного отношения к народу. Ведь Лукашенко коллективно, нормально относится к народу. А от европейцев, от Запада, от Зеленского мы этого не видим. Ну, смотрите, Саша, тут нужно разграничить мухи от котлет. Потому что, как мы знаем с вами, нам не нужно этого рассказывать, потому что мы были свидетелями и участниками этих процессов. А украинцев обманули в информационном поле и держат их по сей день в состоянии искусственной, ложно созданной реальности. Потому что все информационное поле в Украине заточено под 95-й квартал менеджеров Зеленского, которые, значит, по-прежнему продолжают раздавать и наливать им в голову вот это вот бандеровское сало, где им рассказывают, що скоро перемога буде, скоро ми, значить, цю Москву, значить, цю Червону площу, цього Путіна, цей Кремль знесемо, і от тоді буде щастя. Даже безумный этот сумасшедший старый человек, пасечник, значит, вылез со своей пасеки, бывший президент Ющенка, і сказав, що поки є Москва і поки ми не знищимо останнього москаля, життя в світі не буде. Ну, то есть вот это вот безумие для тех, кто подключен к этому безумному потоку и хочет продолжать сходить с ума и идти в этот адский ад, крутиться в этой адской воронке, пока не закончит свое земное существование, вот для тех будет продолжаться кружиться эта карусель. Знаете, кто не хочет спуститься с карусельки, и у кого головушка уже закружилась до такой степени, тот будет кружиться на ней до конца. Но, к сожалению, как вы знаете, в Украине есть огромное количество нормальных людей, нормальных, которые жили, работали, которые пекли хлеб, учили детей, лечили людей, которые ездили на работу честно, каждое утро вставали, которые чистили, мыли, драили, сантехники, инженеры, там, водители, которые страдают от этого безумного нацистского режима и которые реально являются заложниками этого концлагеря. Вот эти люди, которые хотят жить, выживать и нормально работать и воспитывать своих детей в нормальном обществе, на них рассчитан вот этот вот призыв Лукашенко. И многие из этих людей в силу обстоятельств уже, например, оказались за пределами Украины, где-то там в Европах, и не чувствуют себя там комфортно. Они не хотят интегрироваться, как наши западенські друзі в зеленій лузі. Вони не хочуть мити сраки, пики якимось там білым господам. Они хотят нормальной жизни. Насколько я понимаю,
будет окончательное решение украинского вопроса. Потому что вот эти вот 4 года, как вы знаете, Александр, как бы там ни рассказывали, ни иронизировали некие патриоты типа Портникова, Гордона и всяких прибацман, что русские, значит, оправдывают свое отсутствие мощи военной, значит, тем, что они якобы жалеют украинцев. Но русские на самом деле жалеют украинцев, потому что они понимают, что это братский народ. И они не хотят брать на себя грех на душу, понимая прекрасно, что это братоубийственная война. Соответственно, они рассчитывали 4 года, что придется... можно будет договориться, что можно продемонстрировать эту силу, что люди поймут, что они остановятся, что они сядут за стол переговоров, что они будут договариваться. Причем это не только эти 4 года, из 2014 года, то, что на Донбассе происходило, из 2004 года. Короче, с момента распада Советского Союза шли вот эти вот позиционные истории. Пытались договориться. Не получается. С каждым днем, с продолжением этого конфликта безумного, все больше и больше вот этих всех адских историй, смертей, трагедий и прочего. Соответственно, если будут закрывать окончательно этот вопрос, проект «Украина» сворачивать, делить территорию и распределять людей по их вероисповеданию и их этническому языковому признаку, значит, тем людям, которые сейчас находятся в Европе, будут закрывать вот эти гостеприимные двери красивого европейского супермаркета. И многие из них не смогут выжить, если им не будут платить там какие-то социальные выплаты, если их изгонят из квартир, потому что они не успели адаптироваться. Но это нормальные люди. И эти люди смогут совершенно спокойно поехать в Беларусь. Но это касается тех людей, которые реально хотят работать, учить своих детей, выживать, жить и, как говорится, продолжать существование свое. А все остальные будут принимать свои решения соответственно своему представлению о прекрасном, мягко скажем, а проще говоря, соответственно своему диагнозу. Потому что главный диагноз украинцев – это безумие. Они не понимают положение вещей реально. Из-за того, что они рогами вот так вот включены в украинский телевизор, где им постоянно заливают картинку искусственно созданную, они не понимают, что их ждет и что ждет их детей. Поэтому, соответственно, я думаю, что уже есть какие-то предварительные договоренности о завершении этого конфликта, о разделе территорий, возможно, о федерализации и вхождению какой-то части территорий, которые были раньше частью Украины, там, в Российскую Федерацию частично. Возможно, вот эти все регионы, которые населены компактно проживающими венграми, они все-таки отойдут под руку к Орбану, потому что он всегда за них стоял горой и всегда защищал именно венгров, мадяр, которые проживают на территории там, Закарпатья, в Берегово, прочее и тому подобное. То есть будут решать этот вопрос. Но просто вы же понимаете, что это агония в любом случае. И это выплеснет очередной вот этот вот виток войны, эскалации. Людей будет использовать Зеленский и его преступная вот эта вот группировка военизированная в качестве заложников, как нацисты это делали. Потому что когда они шли в штурмы, они стояли за спинами у женщин и детей. И, конечно, памятуя вот этот весь опыт и понимая, с кем мы имеем дело, Лукашенко хочет упредить и для умных людей, которые способны это услышать, заранее дать возможность принять определенные меры и предпринять определенные шаги. Так я думаю. Расмуссен выходит, бывший секретарь НАТО, и говорит, что Украину ждет вечная война, медленная потеря территорий, если там союзники не усилят давление на Россию. Какое давление? То есть европейцы должны, не дожидаясь перемирия или каких-то договоренностей, прям брать и вводить. Бери и вводи. Я имею в виду военные контингенты и, в общем, там европейские военные силы. Понятно, что это частное мнение, понятно, что еще, но тут же, понимаете, все очень просто. Есть и другие мнения частные.
Ну, вот, например, Bloomberg. Макс Хастингс, обозреватель, пишет статью сегодняшнюю. Значит, Британию ждет болезненный бюджет. Канцлер Рэйчел Ривз готовит повышение налогов, чтобы закрыть огромную дыру в госфинансах. Там, в общем, больше 9 миллионов человек экономически неактивны. В Европе проблемы. Германия, Франция, Великобритания тратят больше, чем зарабатывают. Политики боятся признать, что систему соцподдержки нужно сворачивать, хотя Мерц публично пару месяцев назад это признавал. Единственным исключением, плюс-минус нормально выглядит, это Италия. Джорджа Мелони, в общем, стабилизировала экономику, снизила безработицу и дефицит. А вообще в целом Европа теряет конкурентность на фоне США, где технологические гиганты создают богатство. Слабые лидеры продолжают брать деньги и, в общем, новые кредиты для тех, кто не работает. То есть, вот эта вот социалка европейская, она в долг. Есть такое выражение, но не очень культурное. Знаете, когда человек зашивается, они говорят, ну, еще и грабли на причинное место мне повесьте. Угу. И так, в принципе, европейский налогоплательщик и выглядит в формате идеи о том, что не за счет российских денег, потому что это проблема. Ну, там, Бельгия против, они там до сих пор перетягиванием каната занимаются, но отворот-поворот дает. То есть, не за счет европейских денег помогать Украине, а в долг. Ну, то есть, давайте национальные бюджеты, скиньтесь, возьмите на себя долговые обязательства, возьмем эти денежки и туда, в Украину. Расмуссен говорит, войска туда, деньги туда. И возникает здравый вопрос. Ну, то есть, война, получается, закончится, когда все скажут, ребята, денег нет, но вы держитесь. И скажут это прежде всего в Европе. Вот к этому все нас подводят, потому что кредит с дебетом не бьется. Так это уже случилось, Саша. Это уже случилось на самом деле. Все уже поняли суть этой войны, и все поняли, кто выиграл, а кто проиграл. Знаешь, у Владимира Высоцкого была такая песня «Билась нечисть грудью в груди и себя же извела». То есть это был план, который букингемские крысы, сидя в бреду, знаешь, когда баба Лиза, как говорится, покинула этот мир, вот этот сидящий и пересидевший, как говорится, принц, он, видимо, решил оставить по себе память в истории человечества. И первым делом, что он придумал, он решил все-таки воевать с Россией. Видимо, они там в своих, значит, пенатах, в своих подвалах букингемских, на своих каких-то приемах годами после Второй мировой войны переливали из сознания в сознание мысли о том, что вот Гитлер не победил, но с помощью новых технологий и с помощью, значит, нашего статуса мы обязательно этих русских победим. И Британия все равно рано или поздно возьмет верх над этими, значит, русскими ужасными. И, видимо, вот он вырос с этой мыслью, понимаешь? И когда он наконец-то дорвался до рычагов управления, этот старый королек, он, видно, нашел еще одного такого же идиота, ну, то есть шут при короле, который свято поверил, что он и сам король. Мы же видим, в чем вообще вот эта прямая нить, которая связывает Букингемский дворец и, значит, их верноподданного шута, который сейчас уже с британским паспортом взял украинский народ обманом и бросил просто вот так вот самоубиваться об Россию на ровном месте. Людям, украинцам на голубом глазу, в прямом смысле слова говорят, что вы железный дикобраз или там железная свинья, которая должна умереть, понимаете, за наши интересы, за европейские ценности. А люди и рады стараться. А потом еще удивляються, а що таке, чого це в нас граби тягають по вулицях, оце ми вмираємо, наші діточки вмирають, оце у нас граби ростуть, пісні ми співаємо сумні. Ну, то есть на самом деле, Саша, все понятно. У них проблемы экономического характера. У них проблемы уже давным-давно в Европе. У них уже давным-давно существуют социальные разногласия. То есть у них созрела революционная ситуация в прямом смысле этого слова. Когда верхи не могут управлять по-старому, а низы уже не хотят.
И они за счет того, что они нашли таких идиотов, украинцев под руководством клоуна Зеленского, которые, по сути, решают их проблемы посредством собственной жизни и жизни собственных детей. То есть они выплеснули свои внутренние проблемы, которые назрели в Великобритании или в Британии, уже как там она, великой, она уже давным-давно не является, которые назрели в Европейском Союзе. Они выплеснули их вот сюда, к нам, в Украину, на поле боя. И за счет вот этой войны они пытаются решить свои экономические вопросы. Но они нерешаемы, потому что их задача заключалась в том, чтобы вместе объединиться, на Россию навалиться, Россию развалить, Путина снести, русских опять погрузить в смуту, чтобы они сами же собственными руками раздолбали свою собственную страну, которую они еле-еле по кускам собрали после распада Советского Союза. Но, как видишь, русские оказались не такими дурачками, как они в сказках все время рисуются. Понимаешь, Иван дурак, который, значит, не понимает, что вообще происходит. И любой черт, леший, демон, баба-яга, кикимора и бес могут его запросто вокруг пальца обвести. Оказалось, что русские, значит, собрались, закусили у дела, вспомнили старые, как говорится, сани, затянули пояса и начали вот так вот всерьез воевать. Поэтому в этой войне на данном этапе они потерпели поражение, я имею в виду Запад. И, соответственно, так как они слишком много сил потратили на то, чтобы пробить эту стену, у них пошел разлад внутренний. Поэтому сейчас там все будет рушиться, разваливаться. Уже пошли первые звоночки, колокольчики, бубенчики. Вот эта вся история, что карлик, вот этот король Карл, он лишил своего родного брата всех титулов, потому что выплыли скандалы. То есть на самом деле вообще можно себе представить, кому украинские люди вот так вот, понимаешь, поют осанну. Кого они вообще себе в короли, понимаешь, и примеры для подражания приняли? Это семья конченых извращенцев и дегенератов, которые сожрали свою собственную экономику, которые своих собственных граждан ограбили и поставили раком вообще, которые живут только за счет того, что они сейчас из исламского мира богатых людей запустили, и с них теперь сдирают налоги, которые ничего не умеют, кроме как порабощать, грабить, обольщать, сталкивать лбами и уничтожать племена и народы. Ну, как говорится, откуда пришло, туда и вернулось. Это бумеранг к ним летит. Летит, 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 понимаешь? А мы должны помнить, что еще Бисмарк в свое время сказал, что никогда не берите незаконным путем, точнее, не воруйте деньги у русских, потому что они рано или поздно все равно за ними придут. Ну, собственно, вспоминаем уроки історії. А тот, хто не знав та ще й забув, то пора вже навчатися, читати книжок, не палити книжки в полум'ї, значить, свого безумства українського, а якраз витягати їх з полум'я і починати читати книжки, які були написані до 91-го року. Тому що там максимально була коректно описана політична і історична ситуація. Тому що вот этот весь бред, который Институт национальной памяти под руководством Бабы Фары, ныне почившей в БОЗе, значит, выдавал в качестве реальности, он оказался не сильно таки соответствующим действительности. Ну, понимаете, какая тут тоже вещь? Так смешно, это удивительно было у Карла. Он же Бекхэма в рыцари принял. Футболист именитый, ну, там, Бекхэм, понятно, это легенда, да, за то, что он в футболе, в общем, достиг всего, за то, что, ну, такой известный светский лев, там у него жена Виктория Бекхэма, они, ну, в общем, благоденствуют. Ну, действительно великий футболист, тут можно по-разному относиться. И он его принимает в рыцаре. Зачем? Да чтобы прикрыть вот эту срамоту, которую по делу Эпштейна пришлось выгонять из своего двора. Ну, кого-то же выгнал, кого-то надо принять, нужно какой-то позитивный образ создать при дворе. Ну, вот они и создали, да, Бекхэм рыцарь. Поэтому тут, в принципе, очень похожие вещи.
Слушайте, The Telegraph, британская тоже, сегодня написала материал о том, что поразительно, значит, вот этого охранника или водителя Джоли, которого взяли, его отпустили из ТЦК, но сказали вернуться. Вот обязательно вернуться. И ты смотришь, а вот как бы тоже в материале в этом The Telegraph говорят, а в Киеве, представляете, даже не знали, что Джоли едет в Украину. Вот да, были в гневе, в помешательстве, в панике, мол, что ж такое? Кто вообще останавливал такую гуманитарную миссию? Ведь целая Джоли ездила к деткам в детдом, ездила там, фотографировалась со всеми на свете. И как под копирку херсонские разные волонтеры власти, вообще все, выходили и говорили: спасибо, Джоли, вот вы показали миру, как вот тут нас, как вот тут мы боремся, стоим, спасибо, что приехали. Идентичный просто текст перепечатали все и, в общем, поблагодарили Джоли. Власти, которые знали, а в Киеве, как бы, представляете, не знали. Вот так пишет The Telegraph. Тут вообще вскрывается очень странная история. Вот у меня, например, там товарища, тоже подписчика, знакомого, я опубликовал его письмо, кстати, очень людям, скажем так, зашло. Вот его приняли, ТЦК. Приняли, он ехал с семьей, все, там документы медицинские есть. Нет, все, ты, до свидания, полицейский, ТЦКшник, все, вот сейчас где-то по пути в учебку. Пытается семья биться, об этом не расскажут, об этом не покажут. Там больной, не больной, ничего страшного, сойдет. Документы, не документы, новое выпишем. А тут у нас есть какой-то офицер запаса, который самбист, там боевые с больной спиной до какого-то там месяца 25-го года. Без документов, который спокойно может вообще ездить, которому доверяют, встречать Джоли и вести ее. И вообще как-то, знаете, удивительно. И в Киеве ничего не знают, никто ничего не понимает. Слушайте, понятно, что, конечно, квартал 95, и, наверное, там многие, я вижу, в комментариях плюются по поводу этой темы Джоли, да, потому что, елки-палки, обычно это туман, пыль в глаза, то есть, зачем вы это обсуждаете? Но это вскрывает такую подноготную, да, эта ситуация украинцам говорит об украинцах прежде всего. Вы как актриса, как оцените красоту игры голливудской звезды? Голливудская звезда здесь абсолютно ни при чем. Она тупо на заработках. Мы знаем прекрасно, что все голливудские звезды, Шоны Пенны и прочие, в том числе и Анджелина Джоли, уже не впервые приезжают за миллионные гонорары. Видимо, деньги не пахнут, и она зарабатывает любыми способами. Может быть, в перерывах между какими-то своими проектами, когда у нее нету занятости, съемочных дней, она решила пару миллионов, например, 5-10 миллионов долларов просто так, снять с куста, потому что, как говорится, без лоха жизнь плоха. Вот до тех пор, пока украинцы будут смотреть на эту голливудскую роскошь, которую им демонстрируют на больших экранах, пока у них в голове будет вот эта голливудская пудра оседать и цементировать их умственные способности, до тех пор им будут возить Анджелину Джоли, там еще кого-то, Брэда Питта, понимаешь, и прочих по списку звезд, до которых смогут дотянуться и которым нужны будут настолько сильно деньги, что они решатся вот таким гнусным пиаром зарабатывать. Но это одна тема. То есть никаких вот этих вот историй, понимаешь, тайный визит Анджелины Джоли, о котором написали все без исключения в мире. Но это нужно быть полным дебилом, понимаешь? Наверное, такие люди действительно, к сожалению, в Украине есть. И так вот к нам, всем украинцам, и относятся, если мы по-прежнему верим в эти сказки. А тем, кто рассказывает им, что это не так, что это искусственно созданная реальность, они плюют в глаза и говорят, что вы просто завидуете.
Вот я когда рассказываю про то, кто такой Зеленский, из какой жопы он вылез, и вообще что, в какую жопу он несет и ведет весь украинский народ, мне рассказывают, что ты, Егорова, тупая курица, курка тупа, путіністка, значить, москворота. Ти просто заздриш нашому українському Зеленчику, значить, тому що він тебе в кіні не взяв зніматися, понимаешь? Ну, дебилы, соответственно. Поэтому, в общем, с Анджели мы все поняли. С Анджела Джоли, короче говоря, она, по крайней мере, хотя бы оказалась порядочной женщиной и не села за руль автомобиля и не помчалась по херсонским степям в направлении детей, которых она приїхала тайно спасати. Вона поняла, що поки що української мови вона не вивчила, найкращої солов'їної мови в всьому світі, тому що все буде Україна, вона ще не поняла Анджела Джолі, бо бабки їй давали не українські гривні, а давали американські долари, тому вона ще думає, що англійська мова найкраща у світі. І з англійською мовою поки що в Херсоні ти не можеш відчувати себе спокійно. Поэтому пришлось, как говорится, спасая себя, спасать того парня. Но что касается того парня, это тоже удивительная история, потому что, знаете, это все уже обсудили, кто кому не лень, и то, что Анджелина Джоли просто зашла в туалет. Хотя я думаю, что она таки и зашла в туалет. Она, видно, с перепугу, что она здесь останется, приехала бабло заработать, а на самом деле оказалась вообще в зоне боевых действий без защиты и без водителя. Я думаю, что она и не только в туалет бы могла захотеть, но она вынуждена была просто его вытаскивать оттуда, потому что другого выхода у нее нет. Из этой безвыходной ситуации, в этой самой лучшей стране мира, самой демократичной, ей захотелось все-таки вернуться за пределы этого государства краины мрий, все-таки в свою родную Америчку, где ее любят и где с ней подобного не случится. Но вот что касается этого пацана, ты знаешь, Саша, я подумала, что это все было неспроста. Видимо, все-таки в недрах этой безумной системы есть нормальные люди, которые спецом именно бусифицировали этого чувака, чтобы Анджелина Джоли, которая приехала тупо заработать бабла и попиариться, увидела истинное положение вещей, что происходит с мужчинами здесь, на территории этого концлагеря. И я имею такую очень скромную надежду, что все-таки, несмотря на то, что она зарабатывает здесь деньги, пиарится и прочее, но все-таки у нее есть хоть какая-то душа, совесть, и она не зря занимает должность вот этого посла мира, да, что она донесет эту информацию об истинном положении вещей по отношению к мужчинам. И вот этот шок, который она испытала, а она испытала однозначно этот шок, что она все-таки донесет эту информацию до нужных людей. И начнут реально понимать в Америке, что происходит в Украине. Не вот эту картинку, которую рисует 95-й квартал, не вот эту вот, знаешь, как... помнишь, у папы Карла в каморке был искусственно нарисованный вот этот вот очаг, который не являлся реальным. Вот все, что видят американцы из Украины с помощью стараний Зеленского и его вот этой всей клики, которая создает искусственную реальность, они видят искусственный очаг. А тот ад, в котором живут люди, про который мы говорим, они его не могут видеть с расстояния. Поэтому Анджелина Джоли, я надеюсь, попала реально в этот ад. Испытала какие-то эмоции, страха, опасения за свою жизнь, за своих детей, за то, что она может там не вернуться. И, может быть, это повлечет какие-то информационные потоки, которые так или иначе начнут изменять отношение к этой конченной преступной власти, которая сейчас вот уже там седьмой год, понимаешь? Не липнет это к Зеленскому, вы же видите. Не липнет эта бусификация, не липнет это все. Вот как ни крути, понимаете? Вот все. Он вышел и на голубом глазу говорит, потерь 47 тысяч, все добровольцы идут, мы сейчас думаем, как зарплаты повысить. Не говорит, и как бы с ним это не связывают. Там на Сырского, на кого угодно, то есть там вешают, но не к нему, не к Зеленскому. Это вот как бы он в стороне.
Он просто рассуждает о том, сколько в месяц мобилизует Россия, там 35 там, тысяч, и считает, ну, помните эти подсчеты его, когда он говорил, а вот мы за этот год, то, что они насобирали, мы столько и убили. О, вот так. Вот этими подсчетами он занимается. Или, например, там выдает какую-то другую лютую дичь, что даже это же просто цирк. Вот это совещание, когда сидит Ермак, да, и там идет трансляция, показывают, он сидит и показывает, мол, показывай Зеленского. Показывая Зеленского, вот этого, глазами, да, и сразу раз и переключают на Зеленского, на его план, где он выступает. Ну, это из кадра еще никто не руководил съемкой и трансляцией. Поэтому тут такой момент. Паша, Да. вот ты понимаешь, когда-нибудь какая-то капля становится последней. Сколько веревочки не виться, все равно конец будет. И с учетом того, что Зеленский – это ширма в том числе, потому что за ним, понятное дело, стоят тоже определенные силы, определенные группировки. Это даже не люди, это группировки, которые наживаются на этой войне. Но на каждую хитрую жопу найдется болт с винтом. Это закон жизни. И сила действия всегда равна силе противодействия. І українці, які ще вчора кричали, що ніколи ми не будемо братами з вами, росіяни, не треба нас спасати, будемо воювати за нашу Українушку. Они орут до тех пор, пока их собственных братьев, сестер, родственников не отправляют, не басифицируют и потом не привозят им вместо живого человечика гробы с костями, и то еще неизвестно чьими костями. Пока они не столкнутся сами с этой войной, вот тогда они начинают прозревать. И это просто происходит слишком медленно. Потому что если бы, к сожалению, опять же мы возвращаемся к русским, они воевали как положено, если бы они не считали украинцев частью своего сообщества и частью своей славянской семьи, то, в принципе, уже бы украинцы давно стояли раком на коленях и просили бы о пощаде и, как говорится, сдавались бы на милость победителя. Но так как собаки резали хвост, потому что ее жалели частями, люди еще до сих пор не поняли, что происходит. И им кажется, що та нічого, можна жити. Оцей війні якось ми виживаємо. Потому что свет, вода, интернет, бабки есть, там какая-то работочка, магазины открыты, продукты. Они еще просто войны не нюхали, не чувствовали. И поэтому они так глумятся, как черти, понимаешь, как бесы. Говорят, давай, давай французов, давай нам немцев, англичан, давай войну пошире, покрупнее, давайте все вместе навалимся. Только они одного не понимают, что полем боя назначена Украина. То есть, когда они призывают контингенты, когда они просят оружие, когда они хлопают Зеленскому, когда они рады, что Анджеліна Джолі до них приехала, врешті-решт, они не понимают, что вот этими своими мыслями и призывами они призывают войну вот прямо в свои города. Вот прямо вокруг собственного дома, вот прямо в жизнь своему ребенку, своей жене, своей сестре, своей матери, своему отцу, своему брату, свату, и на свой район, на свою улицу, на свою голову и на свой дом. Понимаешь, пока люди не поймут причинно-следственные связи, что если ты взял оружие, будь готов, что тебя убьют. Если ты хочешь кого-то убить, будь готов, что ты тоже под прицелом. Если ты хочешь, чтобы кто-то умер, будь готов, что кто-то испытывает такие же чувства к тебе. Что ненависть порождает ненависть. И война порождает все больше войны. До тех пор, пока люди не захотят остановиться, не покаяться, не примут свой промысел Божий, понимаешь? Пока они не захотят мира и не взмолятся о нем, будет вот это все продолжаться, безумие. И в том числе вот эти вот людишки, понимаешь, Саша, те, которые сидят, Микола Вересень сидить і розказує про те, як треба воювати. Що це ото, я бачила в тебе в Телеграмі, ти виклав, а я перепостила, але трошки з інакшим коментарем. Он же просто бес.
Гордон, Прибацман, Портников. Вот эти все люди, которые призывают воевать, которые хотят, чтобы война эта продолжалась до полной победы, чтобы, значит, рухнул Кремль. Они все сами сидят в безопасности. Всех своих детей они вывезли за пределы вообще этого поля боя и провоцируют, подстрекают людей к безумию. До тех пор, пока люди будут слушать тех, кто зовут тебя на войну, но сами туда не идут, они будут получать то, что они получают. И я, например, против войны всегда была, хотела остановить, своих детей туда не пущу, не хочу, чтобы другие там оказывались, не хочу, чтобы чьи-то гробы кому-то приходили в дома. Поэтому я всегда нахожусь в одной и той же позиции. И за то, что я призываю их к миру, к тому, чтобы они договаривались, к тому, чтобы находились компромиссы, к тому, чтобы люди любили друг друга, меня проклинають і розказують: заберіть в неї українське громадянство, добре, що вона не з нами, оця москворота, треба в неї дітей забрати, тому що вона їх в москворотій мові вчить, вона не хоче нашого батьки Бандери, і взагалі треба її вбити і разом з нею її дітей. Ну так смотрите, если вы хотите, чтобы кто-то умер, и у кого-то были отобраны дети, умерли на войне, и человек потерял все, будьте готовы, что вы получите то же самое. И не потому, что я этого хочу, потому что таков закон бумеранга. И до тех пор, пока люди не остановятся, не поймут, что сила в единстве, и Бог есть любовь во всех отношениях, вот это все будет продолжаться. Но я очень надеюсь, Саша, что благодаря и нашим усилиям в том числе, все больше и больше людей будут прозревать и останавливаться в этом безумии. Ну, знаете, тут безумие, оно же как бы оно цепляет и такие очень семейные истории. Приходят новости о том, что отец Сырского, да, главкома, который живет в России, находится при смерти. И у него рак мозга. Это российские паблики сегодня публикуют об этом подробности. Врачи прогнозируют, что осталось жить ему 3 месяца. Его перевели на паллиативную помощь. Чтобы было понятно, это когда боль немножечко, ну, скажем, притупляют, колят там сильные препараты разные. Это неизлечимо. Все. То есть просто немножко облегчают участь и делают это после выписки из подмосковной больницы. В общем, его отправили домой умирать. Ну, и немножко, чтобы не так болело. В общем, колят ему обезболивающее. Значит, диагностировали еще Альцгеймера, прибавок, астму. И, в общем, он перестает уже узнавать родных, уже больше с постели не встает. В общем, лежачий. И вот периодически пытаются облегчить ему боли и страдания. 86 лет ему, Станиславу Прокофьевичу. Второй сын приехал к нему. И, в общем, это Олег, брат Сырского, да, и жена брата Сырского тоже приехала. Там даже писали всякие, что Сырский какие-то деньги передавал, в общем, как бы просил спасти отца в больницу. Ну, это как бы понятно, это все очень на фоне войны такая чувствительная тема, и, в общем, это используют многие. Там россияне в своих целях используют, там, украинцы об этом там старательно не пишут, украинские паблики имеются в виду пропагандистские. Но на самом деле это тяжелейшая же ситуация, понимаете? Потому что, с одной стороны, тут и сказать нечего. Ну, в этих ситуациях оказывались абсолютно многие жители Донбасса сначала, да, потом сейчас жители Запорожской, Херсонской областей, вот сейчас, в эти годы последние, жители, украинцы других территорий, где у них есть родственники в России, в Беларуси, например, да, которые не могут поехать, посидеть у смертного одра, понимаете, проводить нормально в последний путь, потому что война. И вот это вот наша постоянная встреча с вами, понятно, что иногда там они больше политические, больше такие какие-то, ну там, не знаю,
Ну, вы поняли, да, вот эти такие фундаментально обществоведением мы там пытаемся апеллировать какими-то вещами, знаниями, там, иногда где-то там пиар обсуждаем чей-то, как вот с Джоли и там другими вещами. Но здесь же не пиар, здесь же не, скажем таки, здесь же не политика даже. Да, старый отец в России, ну, так он и умрет. Ну, вот там 2-3 месяца. Умрет. А Сырский с отцом даже не попрощается. По-человечески. Я уверен, что даже вообще никак не попрощается. И вот это вот как бы, ну, клеймо, печать, что из себя представляет вот эта война. И люди, которые не могут поехать на могилу там в Донецк, в Луганск, а теперь уже там Гуляйполе, Бердянск, ну вы поняли, то есть вот эти все территории, они же тоже в этой ситуации. Получается, что тоже бумеранг своеобразный. Моя родная тетя Саша всю жизнь прожила в городе Новая Каховка Херсонской области, откуда я родом. А моя сестра, с которой мы выросли, она сейчас со своим младшим ребенком у своей старшей дочери живет в Швеции. Ну, то есть она не знает, вот моей тете там больше 80 лет, она не знает, она сможет еще приехать к своей собственной матери. Там остается ее старший сын присматривать за бабушкой. Он не может бросить, никуда не может уехать, потому что они вдвоем там, по сути, остались. Семья разорвана в клочья. То есть люди живут так уже годами. И это сотни тысяч и миллионы людей. Уже есть огромное количество людей, которые не смогли приехать на похороны к своим матерям, отцам, родственникам, к своим детям собственным. Эта война нездоровая во всех отношениях. Ее не то, что нельзя было начинать, ее надо немедленно заканчивать. Но, Саша, как ты знаешь, украинцы, которые поехали в Россию, некоторые даже ездят там на своих автомобилях с украинскими номерами, и у них нет проблем. Никто вообще не поджигает их машины, никто не выдворяет их из страны, никто не кричит: вон отсюда, подлые, грязные, вонючие украинцы, что вы тут делаете в нашей прекрасной России. В Украине по-прежнему, вернее, в России по-прежнему есть название улиц: Киевская, там, не знаю, какая еще. То есть там все памятники стоят украинским деятелям, там все украинские рестораны не закрыты. То есть и даже отца Сырского, как и всех граждан этой страны, лечат, перевели на паллиативную медицину. И я так предполагаю, что, возможно, даже бесплатную за счет государства. И его похоронят, не выбросят, как говорится, из земли, понимаешь? Его, в принципе, ну как, ему оказываются все необходимые услуги медицинские. И они есть для начала, эти медицинские услуги. Там есть в больнице свет, тепло. Его супруга, мать Сырского, наверное, ходит в магазин или в аптеку, покупает лекарства и, в принципе, имеет возможность досмотреть своего мужа, отца Сырского, до, как говорится, смертного часа. То есть никто не хватает Сырского и ее мать, вернее, мать и отца Сырского, и не сажает их в бутырку, и, не пользуясь случаем, не начинает шантажировать Сырского, что ты такой раз такой, ведешь тут войну с нами, давай-ка, если хочешь своих родителей еще увидеть или хочешь облегчить им участь, то давай заканчивай эту войну или предпринимай какие-то шаги и меры. То есть русские так не делают. Они не пользуются своим положением сильного, при том, что родители Сырского, по сути, могли бы быть их заложниками, они ничего этого не делают по отношению к нему. Но зато в Украине по отношению к гражданам страны, но нам с вами далеко ходить не надо, Саша, вы, я, мои дети, мы все репрессированы. По отношению к собственным гражданам осуществляется это постоянное давление и концлагерь. Но о чем говорить?
Источником этой войны является банковое, безумное, наркоманское сознание человека, который является сейчас диктатором и узурпатором власти. И всех, кого он лично, по своему личному росчерку пера, назначает на ключевые должности. И Сырского в том числе. И вот все эти бусификации, все эти насильственные мобилизации, все эти убитые, уничтоженные, разорванные в клочья, выбросившиеся из окон или спрыгнувшиеся с мостов, убегая от бусификации сыновья чьи-то, мужья, возлюбленные. Это все на совести Зеленского. Вы понимаете, Саша, когда вы говорите, что к нему ничего не липнет, я вам хочу сказать, что это только кажется. Вот то, что происходит с его лицом, то, что происходит с его телом, это говорит о том, что грехи и бесы, которых он впустил в свою вот эту вот, я даже не знаю, нельзя сказать, это даже душой нельзя назвать, в свое внутреннее пространство, они его разрывают на части. И никаким пиаром, никаким баблом, никакими там ковришками, никакими там замками, золотыми какими-то приисками и банками это все не искупится. Зеленскому кажется, что он защитил себя со всех сторон. Ему кажется, что он родителей вывез, Ленку вывез, детей вывез, всех родственников вывез. Все тут, у него ничего нет, у него в Украине ничего нет. У него нет ни недвижимости, ни близких, ни родственников, ничего не связывает его с этой страной. Не, ну Он подождите, они же строят там какие-то эти замки. В Межигорье Зеленского снимали, показывали. Для себя и своего окружения, прям рядышком по соседству, вот это вот, как Янукович там, да, вот у него тоже под Киевом все есть. И знаете, как это подается? Ну, смотрите, это означает, что он собирается жить в этой стране, защищает ее, и вот этот замок себе строит, хорошо, молодец, пускай строит. А еще очередная пиар-акция, приблизительно такая же, как и миллиард деревьев. Приблизительно такая же, как вот недавно, да, прекрасная информация вдруг всплыла. Это тоже один из признаков, что веревочке рано или поздно придет конец. Что в Дании распиарили, рассказывали про какой-то завод, который будет там создавать оружие для украинской армии. А вот уже, оказывается, ничего завод никто строить не будет. Никакая компания Firepoint, искусственно созданная, не будет получать финансирование. Потому что в Дании вдруг навели резкость и по какой-то причине вдруг осознали, с кем они имеют дело и чем рано или поздно это все для них завершится. То есть вот эта вся прачечная, ячечная, понимаете, как в анекдоте, она потихоньку начинает, как говорится, как шагренева шкура, понимаете, сужаться до состояния вот этого вот анального отверстия, в которое, возможно, Зеленский еще лично успеет, как говорится, в этот сфинктер, знаете, пробраться, потому что для него, возможно, в последний момент коридор откроют. И, возможно, какие-то личные гарантии безопасности он уже получил, если успеет. Для всех остальных, кто сейчас верой и правдой служит этому преступному режиму, схлопнутся ворота. Поэтому все, кто понимает, что ждет и у кого чуйка есть, начинают постепенно, как в старые добрые времена. Вот я раньше никогда не понимала, когда была ребенком, що це був за ісход українців до Канади. Чого це вони всі побігли, оце взяли своїх дітей, і оце все позалишали свої дома, позалишали свої домівки, і оце побігли до Канади, і там плакали у тій Канаді, по тій Україні, оце об'єднувалися там в українську діаспору в Канаді. А теперь я понимаю, что они приблизительно вот то же самое начудили 100 лет тому назад. Они точно так же спровоцировали вот эти все процессы. Они точно так же вот это безумие на голову людям надевали. Они точно так же были прихвостнями фашистов, полицаями, убийцами, маньяками, которые зарабатывали на крови, резали людей. А потом, когда они почувствовали, що жареним запахнет, вони похватали оце своїх, кого можна було, все, що намародьорили, і оце ото ген-ген до Канади. Хто далі?
Вот, собственно, нас ждет очередной исход украинцев. Большинство уже и зашли, и там и останутся. А, соответственно, те, которые еще думают, что, знаешь, как это, последній шматочок, як не з'їм, то понадкусюю, таке є українське прислів'я. Вот они еще до последнего будут сидеть. Но уже, как говорится, ветер поменялся. Ветер истории поменялся, Саша. И сейчас мы будем видеть, как пойдет этот шапошный разбор. А что касается Сырского, ты понимаешь, он уже давно не их сын. И я думаю, что та страшная болезнь, которая, в общем-то, постигла его отца, это как раз из чувства горечи и стыда за собственного сына, что они воспитали вот такого человека, который предал все идеалы той страны, в которой мы все вместе жили, и тех людей, которые являются частью единого народа. Я думаю, что неспроста у него именно такой диагноз. И, к сожалению, боль вот этой семьи и стыд за этого человека, который является, полководцем, понимаешь, полководцем вот этих вражеских, этих сатанинских сил, которые не хотят остановиться вопреки здравому смыслу и вопреки тому, что абсолютно очевидно всем, что украинский народ, не вот эти бешеные, не вот эти профессиональные патриоты, не эти безумцы, которые живут в телевизоре и верят ему свято, а именно украинский народ не хочет воевать. Не хочет. Об этом украинский народ сообщил Зеленскому, когда выбрали его именно на лозунгах, что он принесет мир. Они ему верили свои судьбы для того, чтобы он мир принес в их жизнь. Не мир, но меч и смерть принес он им, и за это будет ему расплата. Не только ему, но его детям и на несколько поколений вперед. И всем тем, кто продолжает, вопреки стремлению украинского народа, восстановить мир, эту войну. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Саша. Помните, друзья, что те, кто не готов пострадать за свои убеждения, рано или поздно пострадают из-за их отсутствия. Верьте в то, что мы потомки победителей, и мы, как всегда, победим. Друзья, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.